Приветствую вас на канале Лэптопе. Меня зовут Екатерина, и сегодня пятничный вечерний стрим. Сейчас, наверное, я думаю, народ подтянется потихонечку. Да, я, как обычно, внезапно. Ну, почему бы не постримить? Ну, действительно, чем еще заняться в пятницу вечером? У меня есть ноутбук Asus, на нем пароль. Будем снимать сегодня пароль. Ну и так, может, немножко поболтаю. Я думаю, на полчасика часик, а там посмотрим. Ну, все мы знаем, как мы тут зашли на минуточку и в итоге остались переночевать. Ладненько, давайте посмотрим, как у нас тут народ подтягивается или нет. Может быть, немножечко теории вступления, пока там народ подтягивается, а потом уже к ноуту перейду. Ну, думаю, как-то так. Так. Почему-то у меня мой же собственный стрим не открывается. Ну да ладно. Так, как же я буду чат читать? Так, дайте мне чат. Опа-па. Слушайте, представляете, я не могу свой собственный стрим открыть, чтобы чат почитать. Непорядок. Так. А так. Народ, вы там? Слушайте, ну как-то прям очень интересно. Так, ну не хотелось бы без чата оставаться на самом деле. Сейчас что-нибудь придумаем. Давай еще раз. Опа, открылся. Так, всем привет, привет. Да-да-да. О, все здесь. И я здесь как раз, и чат открылся. Ну, отлично, отлично. Это все волшебная палочка. Она после пилочки, ну, это специнструмент, я думаю, все уже в курсе. А это у нас на втором месте. Так. Всем привет, да, всех читаю. Так, пока там народу мало, ну и, в принципе, пока так на разогреве. Сидела я сегодня и вчера, вспоминала, как снять пароль с Asus. Так, сейчас я проверю, чтобы звук не дублировался. Так, нет, вроде нормальненько, потише сделаю. Чат вышел из чата, не надо. Так, настроим. Фокус. Как обычно мы снимаем пароль. Так, поближе. Нажимаем Alt плюс R. Дальше у нас появляется дата. И я думаю, что уже все видели эти слитые коды по дате. Соответственно, набираем вот этот пароль по дате. Я думаю, файлик этот у многих есть. Ну, или можно там дату подстроить, если вы знаете какой-нибудь пароль. Это все понятно. На новых аппаратах такое не работает. Да. Я тут вижу, уже спрашивают, где пароль. Чуть позже. Пароль BIOS мы будем снимать на Asus. Такой вопрос. Вы вообще как? Пароль снимаете на BIOS как услугу или нет? Потому что это дело такое, тонкое, скажем так. Давайте так, если снимаете, вы там кивните, нажмите плюсик, вот. А если не снимаете пароль, то можно минус. На BIOS, пароль на BIOS именно. Дело в том, что какие-то такие легкие пароли, ну как легкие для снятия, да, мы не говорим там батарейку к МОЗ бросить или еще что-то, это понятно. У вас обычно AMI BIOS, да, и тут вот description код, я думаю, что тоже все, кто в теме, тот в теме, он слит давно. Соответственно, раньше я снимала ручками. Вот он, этот кодик наш. Это было, ну, не то чтобы недолго, скорее нудно. Да, я специально для этих дел даже зашла на Влаб и скачала пару биосов запароленных. Это такая, скажем, прелюдия к ноутбуку, на котором я буду снимать пароль. Я к тому, что эти методы уже не работают, но хорошо бы знать. Вот, потому что теория – это теория. Так, как у нас там было дело? Сейчас мы туда зайдем. Сейчас, секундочку, где хранится пароль? Ага, вот тут кто-то спрашивает про пароль на Dell. Блин, ну для Dell там отдельная песня. Сейчас вот именно по AMI BIOS будет. Вот.
Под это надо прям отдельно-отдельно. Так, такой вопросик, пока я тут разговариваю. Меня вообще как слышно? Прием. Или вы там уже друг с другом общаетесь без меня? Так. В общем, я скачала с Влаба вот и вот. Даже этот файлик прям подписан, паспорт лог. Запароленный BIOS. Собственно, сейчас я их даже уже открыла. Давайте сначала. Так, вот они, да. Как? Ну-ка, видно? Я думаю, что видно. Отлично слышно. Слушайте, ну замечательно, что слышно. Значит, со звуком я разобралась. Сейчас еще останется с чатом разобраться, с донатами. Кстати, донаты можно поддержать, да. Я там, по идее, поставила новую картиночку, но это, я думаю, что еще услышим и увидим. Вот. У нас был, собственно, поиск. И по поиску... Давайте ближе. Ладно. Пробуем вот так ближе. И был поиск. Хоп. Здесь ничего нету, значит, нажимаем F3. И вот тут уже то, что нужно. Всем привет, кто подтягивается. Собственно, начиная вот отсюда и до NVAR. Здесь, собственно, и был пароль. Он 2 раза повторяется у нас. Тогда 0. Вот так вот. Если присмотритесь, он повторяется. То есть это 2 раза одно и то же. Я уже все скопировала, чтобы побыстрее это было. Так, вот, можно посмотреть. 28, 93, вот здесь вот то же самое, да? C3, 26 и так далее. А когда копируете, пробел нужно убирать, это обязательно. Оставьте запись стрима. Да, я постараюсь все оставить. Там, кстати, чат вообще видно? А чат не видно. Вот, представляете, вставила новый чат, а он не работает. Ну, блин, ладно, жаль. Придется еще потренироваться на этом деле. Так вот, собственно говоря, еще раз говорю, он 2 повторяется. Хоп-хоп-хоп. Вот от этого BIOS запароленного. Он должен быть такой же длины, что и description код. И если присмотреться, вот, можете посмотреть, а концовка, ну, она одна и та же. Собственно, можете так и найти. Да. Что раньше делалось? Брался, собственно, вот этот у нас код. Так, заходим. И какой-нибудь калькулятор я вот такой использовала. Так, супер. Дальше был ключ шифрования. Собственно, ну, код на самом деле, ну, неважно. Так, его копировали, вставляли сюда. И дальше было вариант либо сразу получить результат, но судорм. Ну, тут не очень хорошо видно на самом деле, поэтому можно было сделать чуть-чуть по-другому. Можно было получить вот такой результат, а его уже преобразовать в более-менее приличные. Вот. Ну, все тоже судорм. На самом деле здесь тоже все видно. Вот, просто, ну, как бы не очень может быть понятно с первого раза. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что тоже видно, да? А со вторым биосом, который тоже для примера с Влаба был взят, история такая же. То есть, вот он, оп, стоять. Точно такая же. В поиске все то же самое вбиваю. Опять же, смотрю, между вот этим записью и NVAR ничего нету, значит нажимаем F3. А вот здесь уже есть. Вот она. Нули нам не интересно, а вот начиная с 0,8. И, собственно, вот до NVAR, и он также будет 2 повторяться. То есть вам нужна, собственно, половина. Тоже без пробелов. Вот она. 0,8, 93. Ну, я думаю, что вот видно, что это то же самое. Здесь уже просто заготовлено у меня. Так, я смотрю, тут у нас народ подтягивается. Но я думаю, сейчас уже заканчиваю с так называемой теорией, уже ближе к практике будем переходить. Собственно говоря, все то же самое. Ребят, я смотрю, у вас пятница вечер. Решили посидеть на стриме. Все правильно, я решила постримить, вы посидеть. Вот так
будете проводить в пятницу. К чему я? Хоп, давайте вычислим пароль. Так, и пароль. Spakli 1, 2, 3. Это такой ручной метод, не самый удобный, наверное. И тут, значит, недавно я кое-что обнаружила. Я не знаю, как давно это вышло. Вот такая программка. Я просто только увидела, решила поделиться. Наверняка кто-нибудь знает, а может быть, кто-нибудь не знает. Собственно, программка. И вот эти два дампа, которые мы только что посмотрели и вручную расшифровали пароль. Пароль биоса. Оказывается, все уже давно написано. Вы только посмотрите. Вот этот первый дамп, первый пароль. Для проверки давайте второй закинем. Вот, все совпадает. Крайне удобно. Не знаю, как я раньше без нее жила. Ну, как, не знаю, знаю, вручную все это читала. В общем, вот так вот. Не могу сказать, что прямо рекомендую, скажем, для ознакомления. Для ознакомления. Бесплатно на просторах интернета нашего нашла. Думаю, если поищете, найдете. В принципе, это не только на Asus, это на AMI. То есть там, по-моему, на Panasonic, еще на какие-то. Ну, я думаю, что вы разберетесь. В общем, это все удобненько. Реально удобно. Ну, во всяком случае, намного быстрее, чем раньше я вручную все это делала. Также, это если нам нужно расшифровать пароль. Но, в принципе, можно эту область просто занулить. И у вас не будет пароля. Приветствую, Комбит, всех приветствую. Собственно, я думаю, мы этим и будем заниматься. Так, я так смотрю, народ уже подтянулся. Можно уже, наверное, переходить. Так, ну что, ребята, 23 сейчас человека. Ну, 25. Я думаю, для неожиданного стрима нормально. Что, давайте попробуем. Так, я пока закрою. Давайте покажу, что у меня есть. Вступление, так скажем, окончено. Давайте уже к практике. Сам ноутбук я уже раскрутила. Да, наверное, я вот так вот сделаю, чтобы было лучше видно. Отличненько. Так, это у нас... Давайте посмотрим. Ну, что-то относительно свежее, 23-го года. Так, он без винтиков. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, зачем... Так... К сожалению, прямо в рамках стрима, наверное, сейчас не отвечу немножко. Так, смотрите, у нас... Так, вот сделаем. Ну-ка, 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 ну-ка. Видно? Что-то не особо видно, но мы сделали, что видно. Включаем. Собственно, ждем. Так, не-не-не, фокус-фокус, не надо. О. Вот так теперь выглядят, собственно, парольчики. Да. Кстати, да, вот тут Комбит правильно говорит. А у кого сколько времени? У меня просто 22:07. Комбит 00:07. Ого. У нас прям как Джеймс Бонд. Так, ребята, слушайте, может уже у кого-то не пятница, а суббота? Да. Интересно, интересно. Привет, привет, привет. Итак, раньше можно было что сделать? Понажимать F2, Enter, он все равно заходил. Давайте перезагрузим, попробуем. На некоторых Asus так тоже работало. Фокус, не теряемся. Как мы видим, бесполезно в данном случае. Более того, там, если ввести какие-то вот пароли, да, сейчас. Так, давай. Так. Собственно, неверный пароль и все, завис. И все. Так что чуть-чуть подальше сделаем, чтобы виднее было. Лайк поставил. Отлично. Ставим лайки. Ставим лайки. Также, как мы видим, в самом начале я рассказывала про Alt плюс R, чтобы по дате скинуть пароль. Здесь не прокатывает. То есть мы видим, нажимаем Alt R и не работает. И, в принципе, тут вариант с прошивкой BIOS. Как бы и да, и нет. Прошивать BIOS мы будем, но будем именно занулять эту область, где скрыт пароль. Вот. Я думаю, что так будет лучше. Можно с официального сайта скачать обновление, нарезать, можно найти какой-нибудь другой там, подставить туда свой регион. В общем, все это можно, но проще будет, наверное, вот как я и сделаю. Ну, во всяком случае, мне проще. Да.
И такой тоже, пока я тут разбираюсь. Вам вообще часто приходят запароленные ноуты? Ну, мне так интересно. Или только мне так везет? Потому что мне что-то как-то на регулярной основе заходит, и не могу сказать, что мне прям нравится. Ну, такое бывает. Если, скажем так, в теории ноутбук без пароля, а просто пришел, это один момент. А часто бывает, что просто на ремонт приходит ноутбук, его ремонтируешь, там хоп, пароль. Говорит, какой пароль? Мы не знали. И получается, бонусом приходится вот так вот доп. Услугу, скажем так, делать. Так, ладненько. Собственно говоря, АКБ отключили. Так, наша флешечка. Что я хочу сказать? Из практики подавляющее большинство, скажем так, ноутбуков приходится выпаивать, но не в данном случае, мне уже попадались. Ну, не прям такие, но подобные аппараты, так что в этот раз будет прищепкой. Главное, чтобы рука не дрогнула. Так, народ, у вас прибавляется. О, Казахстан, привет. Привет. Так, всем привет, кто подошел. Давайте так сдвинем. Единственное, вот теперь надо сделать, чтобы... Так, кажется, убираем, чтобы вам было видно. А желательно, чтобы мне еще и удобно было. Сейчас попробуем все это совместить. Так. Что, ребята, как настроение? Почему только не прищепку? Ну, что, настроились на пайку? Нет. Я вот в коем-то веке, наконец-то она работает. Представляете, я купила эти прищепки. Сейчас покажу. А я вам уже показывала, по-моему, на первом стриме как раз таки. И они вообще не работают. А тут наконец-то попался ноутбук, на котором они работают. Ну как не воспользоваться? Надо. Так, надо себе только найти подходящую. Вроде вот это. Так. Так. Фокус. Да, вот кто-то пишет, что на маках до 2015 без Т2 снести пароль легко. Дальше уже вот это печаль. Так, давайте-ка займемся делом. Так. 30... О, народ все подтягивается. Молодцы, сердечки, я смотрю, пошли. Это правильно, это я одобряю. Так, наверное, вот так будет. Сейчас проверим. Так, подключаем программатор. Так. И есть контакт. Ну что, попробуем прищепку в деле. Так, вроде держу. Так, видно? Все, держу. Смотрим. Пин-тест. Есть контакт. Get ID. Есть контакт. И делаем read. И теперь, чтобы рука не дрогнула. Да, вот Комбит правильно подсказывает. Программатор Вертьянова. Так. Слушайте, как-то, даже рука устала держать. Прищепка это хорошо, но нужна какая-то дополнительная конструкция туда. Что-то как-то... Либо я уже просто под вечер устала. Так, что у нас происходит? Вычетка. Давай. Верификация. Давай. Так, народ все подтягивается. Опа. Ну что я могу сказать? У кого-то опять дрогнула, рука дрогнула. Еще раз. Ну-ка, пин-тест. Слушайте, неужели придется выпаивать? Я тут решила повыкаблучиваться, сказать, что прищепка получается. Давай. Угу. Эти прищепки, конечно, сомнительное удовольствие, но раз уж сказала, надо сделать. Так, и это еще Вертьянова, то есть он довольно быстро читает. Так. Верификация. Давай. А нам еще и прошивать будет обратно. Есть контакт. Фух. По-моему, проще выпаять по старинке. Ну или я уже просто так
Да-да-да. Что значит ура выпаивать? Я такой, ура не выпаивать. Вот любители паяльника. Так, ну что, давайте сохраним наш файлик. Так, у нас пусть сюда, сюда. Так, как мы его обзовем? Так, это у нас какой ноут-то хоть? О, уже 40 человек, ребят, вы что? Нет, ну это хорошо, конечно, но... Так. Сейчас. Значит, это у нас моделька Asus X1502Z. Даже вот так. ZA, ну пусть будет Z. Окей. Сохраняем. Ну что ж, отличненько. Так, теперь давайте смотреть. Это у нас... Я тут наплодила папочек. Так. Ого, народ просто тянется сюда. Молодцы, ребята, молодцы. Что мы делаем? А теперь мы вспоминаем, как мы папочку назвали. Ага. Ну что, вот, собственно говоря, давайте поближе чуть-чуть сделаем. Чуть-чуть. И начинаем по поиску. Все то же самое. Хоп, нету, хоп. А вот есть. И вот о чем я говорила. Я думаю, что вы видите отличия. Видно? Ребят, можете дать обратную связь? Видно то, что я показываю тут? Так. Жду. Напишите в чат. Так. И, собственно, размер явно отличается. Звучит странно, но ладно. Намного меньше и не совпадает. Так, давайте, знаете, что сделаем? Выделяем эту область. Так, опа, еще раз. Выделяем эту область. Так. Правой кнопкой заполнить выделение. И мы заполняем ноликами. Опа, есть контакт. Вот эта зона. Все занулили. Осталось сохранить как. Так, давайте-ка сейчас найдем мою папочку. Это у нас был что-то тут. Так, вот. И давайте назовем тест. Ну что, делаем ставки, господа. Сработает или нет? Так. Давайте вернемся. А заодно делаем ставки. Получится ли у меня с первого раза прошить этой прищепкой? Ставлю, что нет. Ну, в смысле, нет, не получится прошить прищепкой, но ставлю, что все получится. Так. Вот. Где у нас первый вывод? Отмечен. Так. Проверяем. И... Опа. А ну, давай прищипывайся. Пин. Ха. А я попасть не могу, представляете? Давайте еще раз. Как такое может быть? Неужели, правда, выпаивать? Нет, я уже настроилась. Половина. 5, 6, 7 пин. От чего он не хочет-то? Прищепку отдельно покупала. Вот пытаюсь ее отработать теперь. Слушайте, представляете? Не хочет. От чего такое-то? Нет. Вот это так, я так не играю. Как-то половина контактов просто не считается. Ну, здравствуйте. Так. Еще раз. О, есть контакт. Get ID. Загружаем тест. И записываем. Так, пишем. Пока что чат не могу прочитать. Сейчас
Прошью BIOS. Ну, сердечки пошли. Вот тут спрашивают, занимаюсь я ремонтом ноутбуков или иногда там залетают телефоны или другие там приборы. Телефоны вообще нет. Так, и, кажется, рука дрогнула. Иногда видеокарты, ну и так, то, что интересно. В принципе, 99% ноутбуки. Включи озвучку чата. Видимо, со следующего стримчика разберусь, как делать озвучку чата. Я в этот раз попробовала прикрутить чат. Я не вижу, идет он или нет. Но он не пошел. Вот, не завелось у меня. Хотела сделать в левом углу, чтобы чат шел, но, к сожалению, не получилось. Жаль. Так, ну что я могу сказать? Что за прищепка? Давай еще раз. Right. Чтобы рука не дрогнула. Я читала и смотрела, там, да, у стримеров появилась озвучка. Да что такое? Так, может, мне не разговаривать? Слушайте, это не смешно. Давай. Двумя руками. Пиши. Так. Что за приколы? Это у меня не получается или прищепки зло? Так, как так-то? Это всю основную работу сделала, а прошить не могу. Ну-ка. Слушайте, какой-то пин пропадает. Не могу попасть. Еще раз. Пин. Нет. Right. Ну. Люди, вы вообще пользуетесь этими прищепками или я такая умная? Спору не дышать. Так, шьется. Давай. Да, я согласна, что лучше выпаять, но хочется же опробовать прищепку. Что, я просто так ее покупала? Так. Да ладно, зубная щетка была старая, использованная. Ну, приятно, что смотрели. Верификация. Там иголки. Там это в прищепке в этой. Давай, чувак, давай. Я в тебя верю, давай. Ну или в себя, там, неважно. Есть контакт. О, кажется, я устала. Мне кажется, паять намного быстрее и проще. Может, с непривычки, конечно, не знаю, но... Фух-фух-фух. Что у вас тут происходит? Прищепкой я зажимаю выпаянные флешки. Кстати, да, неплохая идея выпаянные флешки зажимать прищепкой, да. Хотел задонатить с телефона, но просят ввести номер карты. Что-то нет СПБ. Интересно, почему нет СПБ? Если вы используете сервис на 3 буквы, можете попробовать его отключить и без него зайти в Donation. Не знаю, не знаю. Так, как я вообще ввязалась в ремонт? Ох, вот занесло, вот как-то было мне лет 30, и решила я чем-нибудь таким заняться, сменить, скажем так, род деятельности. Вот сменила. Так что вот последние 10 лет этим занимаюсь. Так, удачного ремонта. Спасибо, Сергей, спасибо. О, 60 человек. Народ прибавляется. Ну что, давайте смотреть, что у нас тут получилось. И получилось ли? Теперь не вижу сама. Так, ребят, да, не в кадре сделаю, то что-то я под камеру неудобно. Отлично.
Да, насчет прищепки, она далеко не всегда работает. Тут правильно пишут в чате. Я бы даже сказала, она почти всегда не работает. Очень редко, когда работает. Но просто это как раз тот случай, когда она должна работать, поэтому, собственно говоря, это все и затевается. Итак, включаем. И давай. Покажи мне картинку. Покажи картинку. Так. Несут ли на ремонт коллекционные ретро-ноутбуки 80-90-х годов? Да, вообще прям всякое разное. Я очень люблю такие штуки, прям мне нравятся. Опа-па. И BitLocker. Ну, BitLocker это отдельная история. Сейчас мы попробуем в BIOS зайти. Хорошего стрима. Спасибо. Да. Ну что ж, магия у нас свершилась. Это у нас 12-е поколение. Относительно свежий аппаратик. Серийники все остались. Собственно, все осталось. В этом прелесть, скажем так, этого метода. Вот, потому что не надо переносить серийники и прочее. Да. Так что даже на таких свежих аппаратах работает. И это хорошо. Насчет битлокера, ну, я сообщу, там уже сами решат, что там будут восстанавливать или Windows переустанавливать. Это дело такое. Но работает. В принципе, вещь такая. Так. Сейчас мы вот это вот уберем. Я что, собственно говоря, еще тоже хотела, так скажем, обсудить. По поводу канала, стримов и прочего. Так, сейчас я тут еще вот читаю, получается. Не показываю. Да, битлокер зло. Всем привет, кто только подошел. Ну, я как-то так быстро отстрелялась. На женские штучки. Сейчас я вам покажу. С последнего стримчика как раз, ну-ка, задонатили на щупы. Все честно, все как задонатили. Прикупила. Ну-ка. Работает. Так что на женские штучки иногда это вот так. Это на острые щупчики. Ну, кто-то щипчики покупает, кто-то щупчики. Я и то, и то. Это да. Да. По поводу канала и прочего. Смотрите, какое дело. Я тут сделала голосовалку, чтобы узнать вообще, как, ну, насчет стримов. К чему, собственно, я веду. Вот как сейчас, да, это какой-то такой простой ремонт, который легко показать. Можно пообщаться, посидеть, да. Есть такие, которые, скажем так, на потоке. С ними, конечно, сложнее, потому что я понимаю, что стрим будет долгий и, скорее всего, ну, нудный. В принципе, по видюхам, возможно, будет проще. Поэтому я добавляла голосовалку в видеокарты. Вот. Так, меня тут спрашивают ссылку на щупы. Блин. Я думаю, что вы сможете сами их найти. Фокус. Думаю, видно. Да, лайки ставим, лайки. Вот. Насчет видеокарт. У меня просто в ремонте сейчас несколько RX 580, да, старенькие, но с другой стороны, я думаю, под стримчик посидеть, пообщаться самое то. Там есть как такие гнилушечки, так и классика по памяти. Я тут даже навыпаивала сразу несколько себе с ноутбучных плат на замену. Так что так. Я смотрю, тут вот прям народ подтянулся. Я-то думаю, я сейчас быстренько отстреляюсь, покажу вам, как снимать. А я смотрю, вот тут. Да. Кулибин с Тыжом начали тему стримов таких. Ну, согласна. Да. Что за пинцет замерялка? Пинцет. Пинцеп. Не поняла. А матплаты стационарников будут поинтереснее для ремонтов. Ну, скажем так, у меня редко бывают такие платы, но бывают. Угу.
Вкиньте bin в прогу BIOS password description. Так, для интереса. Давайте я так заскриню. Надо будет скачать, проверить. Видите, какое дело? Я привыкла все ручками. То есть Hex-редактор по стариночке, а тут, оказывается, уже все скрипты написали. И, в принципе, довольно-таки удобно. Ну что, мальчики, зайчики. Ого, вот тут лайков накидали. Зашла, называется, на полчасика. Да. Народ подтягивается, да. Смотрите. Наверное, так. Что-то у вас даже больше, чем я ожидала, но это приятно. Приятно. Наверное, надо сделать стримчик на следующей неделе. Уже такой полноценно ремонтный. Потому что я так смотрю, это уже третий раз, когда я запускаю стрим, и каждый вот раз, каждый из трех, но тем не менее, народу прям 50, вот сейчас 57 человек, да, то есть порядка 50-60, это с учетом того, что рандомных стримчиков таких вот не так много, но они есть. Отлично, 60. Ну что, наверное, так скажу. Рада была вас видеть, слышать. Буду закругляться на полчасика, так забежала поздороваться, показать, как снимать парольчики. Я так думаю, что, может быть, на следующей недельке уже стрим такой ремонтный сделать. Ну, посмотрим, как там будет. Вот. Надо еще, что хотела еще обсудить, такой напоследок момент. Ну, мы же сообщество как бы. Да, вот к вопросу о сообществе, наверное, уже настало такое время, что пора организовать некое сообщество. Вот думаю, может быть, какой-то телеграм-канал или что-то такое, чтобы можно было сказать: эй, ребята, как дела? Приходите на стримчик. Вот. Я смотрю, просто народ довольно активно, смотрит видео, комментирует это, да, но и на стрим быстренько пришли. Может быть, не знаю, какой-нибудь другой, видите, другую-то какую? ВК, Дзен, Рутуб, немножечко не то, поэтому, может быть, в сторону Телеграма, думаю. Как вообще вам было бы это интересно? Какой-нибудь Телеграм-канал? Пока еще не знаю, в каком виде, вот, но тем не менее. Может быть, давайте такую мини-голосовалку в чате. Если вас, скажем, заинтересовал бы Телеграм-канал, нажмите плюсики. Если нет, нажмите минусики. Я посмотрю приблизительно хотя бы, как народ реагирует. Вот. Я понимаю, что одно дело Телеграм, все во всех сообществах и группах там состоят, и плодить еще одно вроде бы не очень хочется, а с другой стороны, действительно уже как некое сообщество организуется само по себе, и почему бы его уже в такой приличный вид не... Так, да, ТГ-канал можно. Так, пошли плюсы. Пошло много плюсов. Пошло очень много плюсиков. Так, я вас услышала. Вернее, я вас прочитала, но, я думаю, все догадались. Ага. Так, это приятно, и, видимо, стоит об этом действительно подумать. Я тогда думаю так, я подумаю, в каком виде лучше сделать, потому что я знаю, что сообществ ремонтных, именно ремонтных много, все там состоят, и плодить еще одно не хочется. С другой стороны, странно его не создать. Может быть, в каком-нибудь виде, вот в каком, да, даже не знаю пока, но я вас... Ого, плюсики все еще продолжаются. Слушайте, вы меня прям ставите в такое положение, что у меня нет выбора. Я вас поняла. Да. Может быть, если это будет какой-то Telegram, туда какие-то тоже файлы скидывать по типу вот таких вот маленьких, не знаю, скриптов или прок. Может быть так. То есть как место хранилища какого-то. Не знаю насчет чата. Нужен ли чат, или это все-таки как в другом формате. Кто-то говорит, делай канал, как у ноутбукера. Да, я там состою, смотрю. Никогда, как сказать, по обратную сторону себя не представляла, а, видимо, пришло время. Так, да. Что еще?
Еще я заказала все-таки пару флюсиков на пробу Power Pro, так что придет, попробую, тоже поделюсь с вами, скажем так. Ну, может, не мнением, но поделюсь, что да как. Потому что, конечно, интересно попробовать новые флюсы в деле. Ну, новые для меня, конечно, но тем не менее. Так, трансляции в ТГ лагают и нередко отваливаются. Плюс новая аудитория не сможет потянуться. Все-таки... Так, я слышу вас. Угу. А бедная уточка. Ну, а какие варианты еще? Может быть, у вас есть какие-то другие варианты? Пожалуйста, я открыта к предложениям. Пишите. Есть же в Steam. В Steam? Так. Есть же в Steam программа говорила чата. Шипчат. Помню ли я свой пароль от Steam? Это хороший вопрос. Так, ну так делай просто контент по ремонтам, это интересно. Просто контент это хорошо. Ну вот видите, даже как сейчас можно было бы сообщение в телегу кинуть, например, что а давайте-ка, может, в пятницу вечер соберемся на полчасика-часик, так? Угу. Так, я скриню чат. Какой-то Рутони чат есть. Угу. Смотрите, я понимаю, YouTube нормально для стримов, для жаждущих можно рестрим на незамедленную платформу. Я, наверное, чуть-чуть про другое сейчас. Именно как сообщество, то есть. Угу. Может и так. Вроде шепчат без всяких стимов качать можно. Пока не знаю, не смотрел еще. Трансляции не нужны в ТГ, есть много других площадок. Не обязательно трансляцию, просто если есть какое-то сообщество именно в ТГ, да, то есть, это может быть как общалка, так и какие-то посты, да, в том числе, может, знаешь, по текущему ремонту или интересно. Знаете, бывают тоже такие аппараты, которые вроде видео не снимешь, не настолько там, но с приколами бывают ноутбуки, скажем честно. Да. Так что так. Алкостримы тоже приветствуются. Я человек не пьющий, но можем чаепитие устраивать. Типа того. Чаепитие тоже неплохо. Вот. Угу. Слушайте, я посмотрела, да, почитала по поводу шепчатов и прочего. Шепчат я правильно назвала, да? В общем, программа, которая озвучивает чат. К сожалению, вот сегодня не получилось вывести чат на экран. Я думаю, что где-то вот в этом месте должен был быть чат, но что-то не пошло или что-то пошло не так. Я еще посмотрю на эту тему. Вот. Для третьего раза, я думаю, нормально. На четвертый что-нибудь еще придумаю. Вот. Так что так. Овца называется. Овца чат, шип. Поняла вас. Угу. Успехов и спокойной ночи. Спасибо, Евгений, спасибо. Да. Я наснимала материала. Осталось, как осталось. Осталось и есть вот вся работа. Смонтировать, озвучить. Вот. Думаю выпустить видео по биосам, но посмотрю, как лучше, потому что как пойдет. Иногда, знаете, там материал кажется, пока он в сыром виде, интересно, начинаешь его монтировать и понимаешь, что, скучно. Вот. А иногда, наоборот, делаешь какой-то, думаешь, самый простой скучный ремонт, а получается вполне себе неплохо, потому что как под настроение заходит только-только в путь. Да. Кирилл Крест. Да, ты все пропустил. Все пропало. Пароль сняли уже с ноутбука Asus. Вот. Так что пока вот сижу, болтаю. Да, сейчас буду заканчивать уже. Все, да, вот комбит правильно говорит. Да. Так что, если нужно снять пароль BIOS, вот тут либо вариант с волшебной палочкой, либо специнструментом. Всегда работает. Один блогер
Так, использовал говорилку, но аудитория использовала ее как приколюху и фулдила, и он ее отключил. Ну, аудитория тоже у всех разная, скажем так, и настроение на канале всех разное. Ну что, ребятки, котятки, наверное, я с вами попрощаюсь. Стрим будет такой коротенький, скажем так, да. Хотела попробовать по чатику, вот. Ну и так с вами немножечко пообщаться, вот. Думаю, сейчас либо еще один стрим на следующей неделе, либо, может, видео. Посмотрю, как там получится, как пойдет. В любом случае, рада была всех видеть, слышать, читать. Пришло больше человек, как обычно, чем я ожидала. Это приятно. Да. Насчет как некого телеграм-канала или что-то подобного, я увидела ваши плюсики, просто там, да. Думаю, тоже с вами еще как-нибудь на эту тему пообщаться, уже как лучше это оформить. Потому что сейчас я спросила, сейчас я это все обмозгую, и, наверное, в эту сторону буду двигаться. Вот. Вы даже не расходитесь. Вы что, серьезно, что ли? Екатерина Хакер, Билспарльхак. Надо будет поснимать еще либо стримчики, либо видео, как на делах удалять, и, в принципе, на разные такие, на разных модельках по-разному. Вот. Потому что на некоторых ноутбуках довольно легко, а на некоторых надо попотеть. Но в любом случае, я думаю, что можно так вот делать. Слушайте, вы вообще не расходитесь, что ли? Я не поняла. Вам что, заняться нечем в пятницу? Молодцы какие. Да, и сидят, главное. Молодцы, а. Восстановление DMI в BIOS Lenovo, вот где вызов был. Да, на этот счет тоже есть скрипт, который позволяет все это сделать намного проще и быстрее по Lenovo. Вот. Возможно, тоже надо будет как-нибудь показать. Может снять видео, но оно будет такое прям, ну, не то что скучное, но немножечко занудное. Я не знаю, вам будет интересно, если это будет такая выжимка именно информации? Как DMI перенести область? Или это уже делать, как я делаю? Развлекаловка, немножечко полезного, ну и так под настроению. Да куда мы идем? Я только зашел. А вот Акомбит уже суббота, да. По поводу просто контентов, смотрите, я понимаю, что, ну вот тут сейчас пишет, да, там по поводу Леновика, там DMI, кто-то там про пароль Dell. Можно также на стримчике, либо полноценное видео, но видите, в чем дело? Полноценное видео, ну, не знаю, мне кажется, что... Ну, хотя, может, и попробовать. То я так тоже говорю, что будет скучно, еще не попробовала, а уже говорю, что скучно будет. Может, и не будет, смотря как снять. Так, ну что, товарищи, наверное, я с вами третий раз прощаюсь, финальный, все, ля финаль. Вот. Рада, что забежали, рада, что постримила. Да. Зубная щетка мужа. Да что вам далась эта зубная щетка? Это старая использованная. Ну, не новая же, в конце концов. Ну, видно, что читаете. Так, все, четвертый раз прощаюсь. Все точно. Надо уже заканчивать. Все, ребят, спасибо всем. Всем пока. На связи. Давай ребольчик какой-нибудь. Блин, так, все, хватит провоцировать. У меня вопрос был не успел. Так, давай, Skyfox, давай свой вопрос. Я потом 5 раз попрощаюсь, точно финальный. И по поводу ребола можно тогда, наверное, стрим по видюхе, потому что там точно память надо будет. Либо реболить, либо менять. Катя, тебе хорошего настроения. Спасибо, хакер. Газ, вас, компит. Так, Skyfox, я жду прям твой вопрос. Если есть у кого-то вопросы, давайте. Пишите. Так, можно телеграм-канал как ОСЦ сделать? К сожалению, не знаю, как ОСЦ. Вот, но можно узнать. Угу. Стоп, я вспомнил, стою. Компит вспомнил. Все стоим, все ждем. Так. Что происходит? Угу.
Skyfox мы ждем. Все ждут, все ждут. Так, ну давай, всем интересно уже, что за вопрос-то был. Так, ну что такое? Окей, тогда сделаем по-другому. Так, где? Вот, нет, стоп, вот здесь. В описании ссылочка на донат. Донатьте, все отвечу. Ну, Дел завода решил поменять термуху. Так, а там скол на видаке, 10 макс. И он работает уже пару лет. Такой встречала. С завода не встречала, а вот то, что со сколом работает, встречала. Там еще смотреть, как скол. Просто бывает... Не знаю, есть под рукой какой-нибудь чип? Такой старенький. Возьмем чип. Там бывает... Ну, как скол как поверхностный, это как по касательной, там вообще нормально. А бывает, как вот типа трещинка, которая внутрь идет. Вот такие долго не живут. Да. Ты как этому всему училась? Просто интересно. Училась сама методом проб и ошибок. Что-то читала на форуме, что-то пробовала, к сожалению. На тот момент спросить не у кого было. Ну и это хобби. Собственно, у кого тут спросишь. Вот. Ну, думаю, раз я научилась, вы тоже сможете. Да. Так. Еще вопросики? Я так понимаю, трансляция идет с небольшой задержкой. Так, посмотрю, тут сердечки. Лайки, лайки, господа, лайки. Так. Ну, все. Так, вопросики, я так понимаю, закончились. 5-й раз прощаюсь. Вот прямо вдавленная какая-то гадость в охлад, причем завод. Интересно. Почему в группу Красноу ты не запишешься? Не поняла вопроса. Так, все, 5 раз, заключительный. Всем пока, бай-бай. Всех была рада видеть, слышать, читать. И я так думаю, что прям до скорых встреч либо на стриме, либо на видео. Все, ребят, давайте. Пока-пока. Хороших всем выходных.